Капитан, объясните мне, пожалуйста, что происходит? Мы пытаемся вам помочь. Это все какой-то бред. Вы не забыли, что Павел психически нездоров? Слушайте, Ольга Владимировна, вы нашли Павла в больнице. Вы первые поняли, что его держат там незаконно. Они убили мою жену. Они похитили моего друга, и я думаю, что он тоже убит. Они убирают всех, кто мне близок, и всех, кто мне помогает. Вы правда в опасности. Ольга, подождите. Вам нельзя оставаться одной. Вы что, теперь все время за мной хвостом ходить будете? Думайте, как хотите, но сегодня ночью я вас одну не оставлю. Серьезно? Сегодня я останусь у вас. Подежурю. Завтра к вам приставят сотрудника. Не хочу, чтобы из-за меня еще кого-то убили. Ну, пойдемте. Нельзя пока никого привлекать к этому делу. Даже Скульского? И вообще в последнюю очередь. Если что-то случится, его первого попрут. Пифорского я предупредил, он тоже может быть в Да опасности. хрен бы с ним. Единственная наша реальная зацепка – это узбек. Если найдем узбека, у нас будет свидетель против Сени Дикого, свидетель убийства. Это уже серьезно. Надавим на Сеню, выйдем на Стефанию. Нам нужен Фархат Назаров. Для начала нужно узнать, кто у нас жертва. А через нее выйдем на нашего тайного узбека. 13 девушек без вести пропали за последний год. 13 – это много. Это слишком много. Так, сначала. Что мы ищем? Мы ищем симпатичную девушку лет 20 с математическими способностями, готовую работать в таком сомнительном месте, как подпольное казино. Что там главное-то? Ум, внимательность, обаяние? Руки. Это их второе лицо. Красивые, изящные руки. Вот эта татуировка. Нет, татуировка не подходит. Не подходит. Бухгалтер. Бухгалтер, да. Ага. Пианистка. Пианистка, да. Учительница. Ну, может быть. Учительница 1 мая. Так, давай я всех подниму по этим делам и допрошу. Но только завтра. Нет, тогда давай я все сделаю сам. Здравствуйте. Мне администратор сказал, вы здесь давно работаете. Угу, не работаю, тебе что? Я ищу девушку.
Она работала тут крупье год назад, когда еще казино было. Посмотрите, может быть, узнаете кого-нибудь? Ты думаешь, я тут за местных шалав ответил? Что? Нет, мне нужно... Я знаю, что тебе надо! Мне твой администратор не сказал за девками вечером приходить? После 11 сами съем. Все, давай, вали отсюда. Ты куда пропал? Подержи. А ну пошел отсюда, козел! Кури у себя дома! Вали отсюда, чего уставился? Что надо? Откройте. Полиция. А что случилось-то? Ну что же вы? Мы к вам с помощью пришли, а вы нас убить пытаетесь. Простите, я думала, это опять эти официанты курят, а весь дым аккурат мне в окно. Вот скажите, наказание за это существует? Всякое преступление наказуемо. Посмотрите, пожалуйста, вы узнаете кого-нибудь из этих людей? Никого. Курят, я сейчас вам скажу. Один жирный такой неприятный, явно нелегал, и вечно смеется на своем языке. Мы до них тоже доберемся. Посмотрите, вы из девушек кого-нибудь узнаете? Вот эту я помню. Точно? Давно здесь не появлялась. Но она не курила. Спасибо. Маша. Маша, подождите, пожалуйста. Идиотка. Полгода прошло. А никому никакого дела нет, что сестру убили. И то, что мне угрожали, тоже никого не волнует. Кто вам угрожал? Сначала звонки были, а потом мою дверь подожгли. После того, как я отказалась заявление из полиции забирать. А вы знаете что-нибудь про Фархада Назарова? После исчезновения Тани я пошла к нему в казино поговорить. А он на меня своих охранников напустил. Тварь. А потом? А потом он и сам исчез. И шарашку его тоже прикрыли. А может быть такое, что они просто вместе сбежали? Вы что, шутите? Нужна она ему, конечно. Таня рассказывала, что у него есть гражданская жена, которую он, конечно же, не любит и вот-вот бросит. А не знаете, как ее зовут, где она живет? Нет, не знаю. Знаю только то, что за 1,5 месяца до исчезновения эта самая нелюбимая жена родила ему сына. Итак, за прошлый год в городе родилось 115 тысяч младенцев. Из них 3,5 тысячи узбеков. Говорят, у нас демографический кризис. Как искать будем? От общего к частному, как заповедовал нам Конан Дойль. Первое, мы знаем, что он мальчик. Так. Вот остается третье. Мы знаем, что он Фархадович.
57 человек. Так. Слушай, а если этот человек назвал казино своим именем, то он мог назвать и сына в свою честь. Получается, Фархадович. И Фархад Фархадович. Всего один. Аллилуйя. Ольга, что случилось? Ну, я же просил сидеть дома, не появляться на работе, ни с кем не контактировать. Я же не сказал шляться по городу и отсвечивать. Послушайте, я подумала, если правда сейчас все это происходит, то, что вы говорили, получается, я во всем виновата. Сейчас не время выяснять, кто виноват. Вы сейчас сядете в машину и поедете домой. Будьте добры. Кстати, где Вася Рудык, которого мы к вам представили? Я не буду сидеть на привязи. Ага. Разбирайся. Он ушел полгода назад, по-английски. Правда, деньги на карту исправно переводит. Каждый месяц. Видимо, сын для него хоть что-то значит. Что, за полгода он ни разу не позвонил, не хотел увидеться с сыном? Послушайте, я не знаю, где искать Фархада. Мне больше нечего сказать. София, это я ищу вашего мужа. Что, одна из этих Фархадовых подружек? Нет, я врач. Мне нужно найти вашего мужа, чтобы помочь. Он болен. Что значит болен? Подождите, это заразно? Ну, его сын тоже что-то может быть? Я не имею права разглашать. Мне важны любые зацепки, чтобы найти его и помочь. У вас остались какие-то его вещи? Документы, может быть, компьютер? Вы, оказывается, самая настоящая чемпионка по вранью. Ну, что мне оставалось сделать? Вы там что-то мямлили, а я жена явно не была расположена помогать полиции. А мне нравится новый расклад. Раньше вы с капитаном были как Бэтмен и Робин, теперь смотри. О, женщина-киска присоединилась. Но на самом деле это ничего не дало. Одно барахло. А вот это ты не прав. Представляю вашему вниманию фитнес-браслет. Регистрирует вес, пульс, потребление воды, а также пройденные километры. Но самое главное, в нем есть GPS. Вся информация о хозяине сливается на сайт в облако. Нужно сделать только запрос в службу поддержки, и вуаля! Маршрут построен. Ну что, мисс Марк, нашли что-нибудь? Нашли. Ну и как ты собираешься получить доступ к данным браслету? А я написал письмо в службу поддержки, указал, что потерял пароль. А восстановить его можно по номеру, указанному на коробке. О, пришло сообщение. Упражнение с разминкой, шагометр. А этот ваш узбек спортсмен, что ли? Нет. А судя по данным, это молодой спортсмен. Может быть, сбой? Может быть, у браслета новый хозяин? Стас, нам нужен стадион. И как можно скорее. Да ладно. Что опять такое, а? Добрый день. Нахер иди. Что, простите? Вы нас, наверное, с кем-то перепутали. Я сказал, валите отсюда. От вас рожи журналистские, за версту тянет. Я сказал, никаких комментариев больше. А можно повежливее? Мы не журналисты. Значит так, Гной, передай Васнецову, если он еще раз попробует по поводу скандала с допингом меня тронуть, я его лично найду и...
Давайте-ка еще раз. Кто из ваших спортсменов только что закончил тренировку? Только что Миша Хаурушин ушел. Как нам его найти? Да он здесь, на Угловой живет. Домой пошел. Спасибо. Ну чё встали? Побежали! Мише надо поговорить. Не рыпайся, малец. Заводского РОВД, спасибо. Не за что. Вы не имеете права. В Амстердаме будешь права качать. В отделение поедем или здесь поговорим? Михаил, откуда у вас этот браслет? Тетя подарила. Прекрасно. Поехали к тетке. Что случилось? Ногу подвернула. Тихо, 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 тихо. Вася, я тебе сейчас адрес скину, подъезжай. Надо Ольгу Владимировну домой отвезти. Только давай не как в прошлый раз, глаз с нее не спускай. Паша вечером тебя заменит. Башкой за нее отвечаешь. Вы где взяли эту вещь? А что такое? Эта вещь принадлежала преступнику, он бесследно исчез. Браслет на улице нашла. Так, или вы нам сейчас все рассказываете, или поедем в отделение на официальный допрос. Миша, отпустите, тогда расскажу. Свободен. Борец за права человека. Ну, в общем так, я убираюсь в квартирах и офисах. Звонят, приехал, убираю, ничего не спрашиваю. Это в конце мая было, да. Мне позвонили, назвали адрес. Мужчина звонил, не представился. Номер сохранился? Номер не определился, сказал, что ключ под ковриком, а оплата под зеркалом. И что вы там увидели? Ну, на первый взгляд ничего особенного. Наверху проверь. Но под креслом было пятно крови. Вы не позвонили в полицию? По какому поводу? И зачем мне лишние проблемы? Мы уже не побоялись проблем, когда взяли чужую вещь. Он у мусорных пакетов валялся. Я и подумала, может, поломанный. Нам нужен адрес. Не думаю, что вы там что-то найдете. Я использую профессиональные моющие средства, так что даже ультрафиолет ничего не покажет. Думаешь, Фархад жив? Я думаю, у нас тупик. Паша, это очень вкусно. Откуда ты так умеешь готовить? Вы. Ну, мы уже почти вторые сутки живем вместе, поэтому, наверное, можно и ты.
А что будет с того, как ты найдешь этих людей? Они понесут наказание. Они должны понести наказание. Ты знаешь, я очень долгое время думала, что приношу смерть и несчастье своим близким. У меня родители погибли, когда я была студенткой. Я уехала на дачу к друзьям. Они звонили, волновались, я не брала трубку. И они поехали за мной ночью. Попали в аварию. И погибли на месте. Нелепо, да? Но ты не виноват в их смерти. А я знаю. Это такой подвид мании величия. Думать, что ты можешь кому-то навредить. Или кого-то осчастливить. Или кого-то спасти. Мы всего лишь пешки, которые даже не могут сами себя отрефлексировать. Спокойной ночи, Паша. Хей, маэстро, не пора ли кайфануть? Придурок, заткнись, ты разбудишь всех. Меня никто, кроме тебя, не слышит. Что ты здесь делаешь? Это чужая квартира, я не веду расследование, просто пытаюсь заснуть. Спать ты будешь в морге. А, может быть, ты решил сменить одну тихую гавань на другую? Ты знаешь, что это не так. Да? Тогда подъем. Подъем, давай! Ты так по жизни в полусне, как сомнамбула. Что тебе нужно от меня, а? Пойдем, ты опять кое-что пропустил. Кое-что важное. Впрочем, как и всегда, да? Невежество. Невежество. Вот что нас губит. От этого страдают все, не только публика, но и искусство. Вспомним выставку Дэмиана Хёрста в 2001 году в Лондоне. Она же была уничтожена этими смотрителями музея. Эти болваны решили, что это просто мусор, и выкинули сюда помойку. А это была инсталляция смерти. Можешь ближе к сути?
Могу. Это копия одной из самых дорогих картин в мире. Автор – японский художник-авангардист Харуки Мори. Она называется «Бездна и вечность». Ну, действительно, правда, кверх ногами, но не суть. Выполнена она в технике дриппинг. Дриппинг? Да, дриппинг, есть такая техника. От английского drip – капать. Это самый показательный из всех стилистических канонов абстрактного экспрессионизма. В наибольшей степени связанный с живописью действия. Придумал его Джексон Поллок в 1947 году. Да. Прям принцип методы, значит. Полотно расстилается на полу. Художник встает над ним и брызгает. Кровь на картине. Уборщица просто ее не заметила. Наконец-то! Паш, есть результат лаборатории. Сравнили ДНК с картиной и ДНК ребенка. Это точно Фархат. Этого не может быть. Он же отправляет деньги своей жене. Одну и ту же сумму в одно и то же время каждый месяц. Ну что, могу еще чем-то помочь или я пошел? Спасибо, Андрей. Подожди, что ты имеешь в виду? Он установил автоматический платеж. И что это значит, конец? Узбек мертв, и мы не выйдем ни на Сеню Дикого, ни на Стефанию? Ну, почему конец? Может быть, это только начало. И что мы здесь делаем? Пытаемся понять, куда исчезло тело Фархата. Как ты думаешь, чисто теоретически, вот сюда подъезжает грузовик с открытым верхом? Да? Тело бросают в кузов, грузовик уезжает. Такое может быть? Вы что-то потеряли? А вы давно здесь работаете? С какой целью интересуетесь? Интересуют машины, приезжающие сюда за последний месяц, особенно грузовики с открытым верхом. Это надо поднять запись. Вот здесь. Вот. БМВ, Альфа Ромео, Бентли, пикап. О, может, пикап? Нет, а грузовики были? Нет, только цементовоз. Но он во двор не заезжал. Вечером встал тут под окнами, как у себя дома. Я выхожу, говорю, ну-ка уезжайте отсюда. Так водила щенок меня еще и обхамил. У нас, говорит, тут ремонт срочный. Катись, говорит, папаша отсюда, а то в цемент угодишь. Цемент. Вы номер его записали? Естественно. Сейчас. Так. А, во! Но это в самом деле идеальный транспорт для перевозки трупа. Проверять никто не станет, и следов крови никогда не найти. Один раз раствор залил, и все. Ты диктуй. Да, похоже, Сеня Дикий не зря приобрел свое прозвище. Ага. Есть, спасибо. Машина действительно принадлежит его конторе. Давай мне номер. Отдыхай. Я сам с водилой потолкую. Спасибо, Стас. Также хотелось бы отметить великолепную технику игры, которую сегодня демонстрирует Гонсалес. Хорошая школа, сильная база и, конечно же, талант. Куда же без него? Голкиперу приходится выкладываться на все 200, а то и 300%. Ситуация у ворот накаляется, внимание, правая. Опасный мяч непонятно, пересек. Это что, когда они уже успели нашим законопатить? Да сразу на 3-й минуте. Что, теперь все походу? Сейчас эти в глухую оборону идут и не дотянут до свистка.
Да какой там? Защита вообще никакая, не бегают 11 деревьев. Стасик, я тебе вот что скажу. Если надо добазариться, то базара нет. Я завтра к шефу уйду и за тебя все скажу. Давай. Спасибо, Юр. Как с условиями там переработки? Ничего, контрабанду никакой возить не надо. Да тут работало у одного. Вроде сначала все нормально, туда-сюда. Там водяру паленую заставили возить. Нахера мне это надо? Это фигня. У нас шеф мужик обязательный, но лютый. Один раз мне такой груз подкинул. Что за груз? Хорошо посидели, но пора мне, дружище. Погоди, а что с работой-то? Юр, подожди-ка. Что надо? Труп, жилой комплекс на Васильева. Не знаю ничего. Я тебе сейчас башку отстрелю, мне за это ничего не будет. Куда труп дел? На стройке. Адрес? Вернадского, 20. Станислав Сергеевич, Что? а официальный ордер получить не думали? Нет. Компания, которой принадлежит эта стройка, когда-то засадила меня в психушку, поэтому действовать мы будем неофициально. Слушай, совершенно не обязательно в этом участвовать. И с дефектоскопом сами справитесь. Ну, какой у нас план? В общем, что мы имеем? Замороженная стройка у оживленной трассы. Со всех сторон обнесена забором. Наблюдение ведется только по периметру. Внутри камер нет. В будке ЧОП. Ничего военного. Я проверял, ночью там только один охранник дежурит. Я его на себя возьму. Тебя чего? В соседних домах перемкнуло? Надо проверить. Куда идти-то? Тебе долго? Ну, часа полтора-два. А, неделю не хочешь тут ковыряться, не? Да ладно, я быстро. Быстро. Руки. Я думал, тут только один охранник.
Сейчас я тебе башку прострелю. Вообще нечем думать будет. Значит так, вооруженное нападение, проникновение со взломом. Вот ты совсем нюх потерял. Знаешь, что теперь будет? Я тебя посажу. Слушай, а что ты вообще здесь делал, а? Оперативная разработка. Разработка? Ну, пойдем, покажешь. Что ты тут разрабатывал? А он мог их в пол закатать? Мог. Еще месяц. Давай ищем Стаса и сворачиваемся. Будем как-то официальным путем это решать. Паш. Так, с минуты на минуту здесь будет генеральный прокурор, так что давайте, рассказывайте. Ну, тела, конечно, плохо сохранились. Но, скорее всего, это Фархат Назаров и его любовница. Пропали полгода назад. Нужны будут еще переноски для остальных. Остальных? Это все из-за меня. Паша. Они все умерли из-за меня.
Что случилось? С тобой все в порядке? Настя, Леха. Мы посадим Стефанию, но мне почему-то от этого не легче. Почему? Ты где сейчас? Дома, знаешь? Ты была права, я пешка. Я пешка, из-за которой убивают людей. Паша, послушай меня внимательно. Тебе нужно успокоиться. Не надо себя накручивать, слышишь? Избавься от мыслей дурных. Разве ты не чувствуешь торжество, мон ами? Официальные представители фармацевтического концерна «Стефания» пока не прокомментировали сложившуюся ситуацию, но по сведениям полиции Семен Маслаченко по прозвищу Синий Дикий уже находится в розыске по этому делу. Что случилось, малыш? Нос заложен?
что-нибудь помните? Иван